Хотите почувствовать настоящий вкус Турции? Тогда забудьте про дорогущие рестораны для туристов и отельный all-inclusive. Сегодня мы покажем вам место, где обедают сами турки. Это Локанта. По сути, обычная столовая, но совсем не такая, какой вы ее себе представляете. Настоящий рай для гурмана. Десятки дымящихся блюд, невероятные ароматы, а цены, они заставят вас протереть глаза от удивления. Сегодня мы с моим турецким султаном решили показать вам настоящую турецкую кухню. Мы покажем вам все, от легендарных восточных супов до десертов, которые буквально тают во рту. И, конечно, посчитаем, сколько стоит такой турецкий пир на двоих в 2026 году. Готов? Готов. Поехали! Обязательно досмотрите до конца. В финале этого обеда нас ждал сюрприз, к которому мы вообще не были готовы. Ну что, пойдемте выбирать вкуснятину. Подойдите поближе, посмотрите на прилавок. Смотрите, какая здесь красота. Это супы. Суп эзогелин, чечевичный суп, суп из требухи. Это булгур. Bulgur pilavımız, normal рис, pilavımız, nohut, ноут. Это kuru фасоль, fasulye, mercimek, зеленая, lahana sarma, зеленая чечевица. Это голубцы наши, в Турции тоже они есть. hamsi, Нормально? Хамси мы? hamsi, Хамси. Есть еще Сомон. лосось, рис. ıspanak, karnabahar. Bu mu? Fırında makarna. Ага, это макароны в духовке, короче. Это бамья. Bamya, içli köftemiz, Кефте с начинкой, котлетки, курица с грибами, наверное, kapuska, фаршированные kabak dolması. кабачки. Это из капусты блюдо, капустка называется. Такая красота еще есть. Курица. Kuzu incik. А, кузум был? Evet, kuzu incik. Кузунчик. O da hamsi pilav. Altında pilav var. Лобстер. Смотрите, какая красота. Ciğer sarma. Это овощи жареные. Ciğer sarma. Джер сарма нашла. Gömlek yağından yapılıyor. İçinde de normal pilavla ciğer var. Короче, там фаршировано печенью и пловом. Такое блюдо. Это я даже не знаю. Şefim bu nedir? Elbistan. Et var, patlıcan, kaşar. Ага, мясо с баклажанами, короче говоря. Kağıt kebabı. Это кебаб с бумагой, прям так с бумагой делается. Patlıcanlı üstü etli. Torba pilav. Короче, вот такая вот красота. İzmir köfte. Это пюрешка у него там. Öndeki aman köfte, mantar kremalı sosu. Mantar krema Это со sosu. сливками. Котлетки такие. Вот какие здесь сладости, смотрите. Это сюрдаш, такой рисовый пудинг. В духовке делается, в печи точнее. Едят его холодным. Компот. И вот еще, смотрите, здесь какая красота. İrmik tatlısı. Это из манки такая сладость. Bu kadayıf neyli kadayıf acaba? Ага, с молоком подают. Bu halibol da Kemal Paşa. Ha, Kemal Paşa. Hayrabol. Ben bildim. Kemal Paşa ufak olan. А здесь можно выбрать закуски. По-турецки закуски называются мезе. И мясо, которое здесь же при вас на мангале пожарят вот так вот свеженькое, с пылу, с жару. Пару раз в неделю здесь еще делают кокуреч. Муж хотел его попробовать, но, к сожалению, не сегодня. Посмотрите, какая красота. Вот так вот с пылу, с жару подают все блюда. Сейчас мы тоже сядем за столик и что-нибудь закажем, но это просто можно смотреть бесконечно. Это очень все аппетитно выглядит. Мы приехали как раз в обеденное время и почти все столики заняты, так что сейчас будем искать место. Нам принесли меню, хотя меню обычно здесь не носят. Это мы попросили, ну, покажу вам, например, котлетки вот стоят 450 лир. На рыбу, видите, нет цен. Курица, шашлычок вот такой 420. А мой любимый патладжан кебаб — это кебаб с баклажанами. 490 лир стоит. Курица с грибами 370. Жалко, здесь нет, конечно же, рисунков.
картинах. Так вот, фасоль. Блюдо из фасоли свежей 230 лир. А гурма это мясо такое вот, типа тушеное, тушенка, да, 550 лир. Ну, такие вот цены. Салат 160 обычный. Это закуски. Эти американский салат, это наша оливье, 220 лир стоит. Все цены в долларах, подписываю, как обычно. Суп 250, вот какой-то. Это из головы и ног. Куриный суп 170, из чечевицы 130. İçecek göstersin aşkım. Ne söyleyeyim? İçecek göstersin. İçecekleri göstereyim. Tamam, ben açtım. İçecekler evet. Sıkma meyve suları 180. Bizimki geldi. О, красота, смотрите какая. Evet, Бура. Я заказала лосося. Так, у меня лосось вот такой вот. Это мы взяли просто овощи, здесь баклажаны, кабачки, перчик. Это во фритюре обжарено, не во фритюре, в масле обжарено. Это салат. В принципе, свежий такой салатик, просто он делается с орехами. И у мужа... Evet. Adı söylesene. Topkapı piliç. Topkapı piliç. Tavuk sarma diye de geçiyor. Topkapı piliç diye de geçiyor. Короче, там внутри плов, рис. Курица. Это куриное мясо и внутри фаршированное рисом. Evet. İçinde pilav var, kuş üzümlü. Evet. Вот видите, плов. İçinde kuş Курица, üzümlü pilav фаршированная var. рисом и Gerçekten особым lezzeti изюмом, güzel. это очень вкусно. Tat bakalım. Nasıl? Çok mu güzel? С йогуртом наши овощи. Bana mı? Çok güzel. Aşkım çok güzel. Beğendin mi sen? Aşkım, beğendin mi sen? Evet. Сейчас я буду пробовать свое. Буду пробовать свою рыбку. Такой у меня красивый кусочек лосося. Я очень лосось люблю, кстати. Просто тает во рту. Это я даже не знаю, что будет шпинат, Маша? Evet. Что-то со шпинатом. Я, кстати, шпинат не очень люблю. Но он не особо здесь прям такой выраженный вкус шпината, просто, видимо, овощи такие. Короче, очень вкусно. Evet. Да, Topkapı наша piliç. фаршированная рисом курица действительно очень вкусная. У нас есть тарелка с жареными овощами, казартма с йогуртом, наш салат гавурдак с грецкими орехами и также лосось. Bir tane de А еще у нас есть компот. neredeyiz? Где мы Kömür находимся? mutfağındayız. Это ресторан Кёмюр Мутфай. Если вы приехали в Турцию и не зашли в Лаканту, считайте, вы не видели настоящей местной кухни. Слово «лаканта» переводится как «столовая» или «ресторан», но для турков это нечто гораздо большее. Исторически такие заведения назывались эснаф локантасы, то есть столовые для ремесленников, для торговцев. Здесь веками кормили тех, кто работает руками, поэтому порции тут всегда внушительные, а еда максимально сытная и понятная. Это настоящая домашняя кухня, которую турки ценят превыше любого фастфуда. Главная особенность таких заведений, что здесь меню по сути не нужно. Вы просто подходите к витрине, где в огромных медных и стальных чанах дымятся десятки блюд, видите все своими глазами и просто показываете пальцем на то, что вам приглянулось, и через минуту это уже будет на вашем столе. Здесь не принято засиживаться часами, здесь все происходит быстро. Пришел, съел свой законный обед, выпил чай и побежал дальше. Но это не значит, что здесь нет гостеприимства. Здесь это возведено в культ, и даже в самой простой столовой вас встретят как почетного гостя. Так что если хотите честный вкус Турции без лишнего пафоса, то ищите вывеску Лаканта. Ну а я возвращаюсь к нашему столу, чтобы мой султан все без меня не доел. Рыбу вообще так классно приготовили. Прям она очень, смотрите, распадается, вам даже видно. Я, конечно, тоже готовлю вкусно, да, но
Это, видимо, не знаю, на мангале что ли сделали. Прям такая вкусная, сочная, но тем не менее очень нежная, нежная рыбка получилась. Очень мне понравилось. Сейчас еще, кстати, мне принесли компот. Смотрите, какой. По-турецки компот называется компосто. Сейчас попробуем. Такой вкусный, но очень-очень сладкий. На дюшес как-то похоже, не знаю. Так, еще хочу попробовать вот эту вкуснятину. Главное, чтобы ничего мне острого не попалось, потому что я острого не люблю. Баклажаны мои любимые. С йогуртом. Очень-очень вкусно. Это картошечка, наверное. Караштырдın mı? Все никак свою рыбку не даем. Beğendin mi sen tavuğu? Салат тоже очень вкусный. Tavuğu da beğendim. Kızartma da güzel. Еще принесли хлебушек. Хлеб здесь приносят бесплатно в Турции везде. Я просто сравниваю, например, с Украиной, что там нужно заказывать хлеб, сколько хочешь кусочков, и говоришь просто, и приносят, и как бы это платно, конечно же. Каждый кусочек хлеба сколько-то стоит. Но в Турции всегда хлеб приносят бесплатно. Можете просить сколько угодно. Bizde Ukrayna'da ekmek paralı biliyor musun? Evet. Her dilim ekmek paralı. Bunu keser misin? Acı değil mi? Yeşiller acı. Yeşiller acı mı? Зеленый перец оказывается острый. Смотрите, носят такой тележечки сладости. Nerede? Üstte irmik tatlısı. En üsttekiler irmik. Teşekkürler. Мы наелись. Смотрите, кстати, сколько здесь много людей, много, точнее, столов. И людей тоже было только что больше. И нам сейчас предложили чаек, как всегда, бесплатно. Обычно в таких заведениях чаем угощают. Мы, конечно, никогда не отказываемся. Teşekkürler. Принесли нам чай. Очень здесь вкусно, нам понравилась еда. Beğendin mi yemekleri? Да, мужу тоже понравилось, он у меня в этом смысле гурман. Сейчас попьем чай и покажем вам, сколько у нас вышло за все наше меню, за весь наш обед, какая сумма в чеке. Сами мы еще не знаем, потому что не знаем толком, сколько стоит каждое блюдо. Ну, в какой-то степени это будет для нас сюрпризом. Всем приятного аппетита. Видите, какой горячий. Аж пар идет. Кстати, доливают, знаете, что не до конца этой чашечки, чтобы держать специально вот так вот за край, и вам не было горячо. А форма у этого стакана такая, потому что он вот в этой части, которая ниже вот этого углубления, чтобы чай не остывал дольше. Таким образом, получается всегда горячий. Вот такая вот хитрость. Что принесли счет. В общем, весь счет 1800 лир. В долларах все подпишу. Салат 250, моя рыба дорогая, 800 лир. У мужа блюдо бюджетное, достаточно 370. Это овощи, которые поджарены были, 250. И компот мой 140. И вот такая вот цена. Как вам? Напишите в комментариях, какая цена за наш обед. Мы уже собирались уходить, но произошло то, чего мы совсем не ожидали. К нам подошел сам хозяин заведения и решил познакомиться, потому что увидел, что мы снимаем. Он с таким азартом рассказывал, как начинал это дело и почему до сих пор сам контролирует каждый процесс. Даже показал часть закулисья, как он отбирает и замораживает лучшую фасоль, чтобы сохранить ее вкус. Но самым приятным моментом стало его приглашение остаться еще ненадолго. Он настоял на том, чтобы мы попробовали их фирменный десерт сютляч, который здесь готовят по уникальному секретному рецепту. И вот сейчас мы его будем пробовать. İki tane de şekersiz çay aldım ya. Bu yine şeker, çay kaşığı yok. Bu fırından yeni çıktı.
taze usulü çıktı. Yetişmiyor bu yarın. Evet. Evet. Bu dinlenmiş Завтра dolapta. будет готово, потому что только из духовки вот, Sıcak zaten из şu anda. печи горячая. А вот это Bu уже dinlenmeye alınacak, yarın из yenecek. холодильника. Можно кушать. Это вкусно. Муж познакомился только что с владельцем. Мы уже оплачивали счет. Познакомился с владельцем этого заведения. Teşekkürler, sağ ol. И он предложил, он ходит сзади, кстати, нам помогает тоже. Kıvamı gerçekten güzel. Да, и он предложил нас угостить сутлячем. Это такой рисовый пудинг. Я хоть не очень люблю его, но муж любит. Сказал, что он какой-то тут особенный у него, по особенному рецепту. Обязательно? Давайте попробуем. Здесь такая корочка хрустящая. Ее нужно так пробить. И внутри будет пудинг. Вот так выглядит. Слушайте, насколько я не люблю сутляч, но это правда очень vkuсно. Какой-то у него действительно не такой, как везде. Balık yaptım çok eskiden. Bugün 100 çeşit peynirin olmadığı zamanlarda. Bir beyaz peynir, bir Смотрите, тут еще шуре. Шуре это типа нашей кути. Evet. Какая красота. sezon bitti bu ay var. Oo, ayvayı kaçırmışık. О, çok güzel. Gram boya yok. Bunu boyasız alamaz. Aynen. Hani madem siz bu şeylere soyunduğunuz şeyler yapıyorsunuz. Altyapı Ну что, друзья, мы сегодня были в ресторане Кёмюр Турк Мутфаи. Где именно? Мы в районе Башак-Шехир, прямо напротив Бакджилар-Санаи. Это место находится в европейской части Стамбула, в районе Башак-Шехир, недалеко от торгового центра Молов Истамбул. Если едете на метро, то можете ориентироваться на станцию Икители-Санаи. От нее совсем близко. Да, это не туристический центр, но именно здесь готовят настоящую турецкую кухню для местных. Ну что, мы вышли, очень классно провели время, познакомились с хозяином этого прекрасного заведения. Все было вкусно, реально, это настоящая турецкая местная кухня. Мужчине этому 70 лет, он сказал, он спортсмен, там еще с молодости показывал нам фотки свои, как он там и в воду ныряет, в общем, и так далее. Показывал фотки сладостей, которые здесь делают сезонные, например, там айва, сладости из айвы, какая у них бывает, ашуре и так далее. В общем, такие получили приятные эмоции. Угостил нас сутлячем. Сутляч, кстати, этот реально самый вкусный, который я ела в Турции. Не потому, что там нас угостили или что-то. Кстати, это видео я снимаю совершенно спонтанно. Никакой рекламы, то есть мне не платили за это. Просто муж нашел в Инстаграме это заведение. Вы сами видели, что мы все-таки заплатили по счетам. Он нашел это заведение. Мы просто поехали покушать. И вот наш обед превратился в такую маленькую историю, да, которую я могу вам рассказать. Так вот, сутляч я не люблю, потому что он мне обычно напоминает какую-то вот такую, знаете, как раньше молоко с пенкой делали, когда переваривают молоко, пенка на нем такая образуется. Я помню с детства, что я не любила, когда в каше, например, в манной попадалась эта пенка. И вот у меня ассоциации с сутлячем почему-то всегда такие же. Но именно этот сутляч, который мы здесь пробовали, он там нам рассказывал, что он по какому-то уникальному настоящему рецепту делает этот сутляч. То есть видно, что мужчина погружен, знаете, он нам показывал фасоль, как он замораживает сам, причем там этим всем занимается. Сутляч тоже, вот это все, он просто горит этим делом. И, знаете, это видно, это чувствуется в еде, и этот сутляч был лучший, наверное, точнее, единственный, который мне в Турции понравился. У него есть, знаете, такой привкус карамели. Вот я сейчас поняла это, почему он мне понравился. Потому что вот эта корочка, которая была сверху, она как такая А все остальные сутлячи, которые я ела, то они обычно были не такие
вкусный, evet aşkım. Ne dersin sütlaç hakkında? Действительно, аромат и вкус были отличными. Мы пробовали сютлач во многих местах, но часто он бывает, как бы это сказать, промышленного производства. Ну, то есть покупной, который заведения не делают сами. Здесь же хозяин нам рассказал, что он сам лично контролирует весь процесс приготовления. И вкус это подтверждает. Еще раз большое ему спасибо за угощение. Да, если вдруг он увидит это видео, большой привет. Нам все очень реально понравилось, поэтому всем прям могу посоветовать именно эту турецкую лаканту. Но, как я уже сказала, в принципе, многие районы, во многих районах такие лаканты есть, и даже в торговых центрах. Во многих, в принципе, районах есть такие столовые, да, ну, локанта это называется. Здесь видите, что это не совсем столовая в нашем понимании, просто это заведение, где продают именно местную, такую домашнюю турецкую кухню. И это отличный шанс ее попробовать. Так вот, я еще во многих я была в таких, да, локантах, я еще нигде не видела такого большого выбора блюд, потому что обычно, ну, это какие-то там, да, основные турецкие блюда, типа там фасоль, суп и так далее, но здесь прямо и рыба, и какие-то блюда с рыбой, там вы видели, что плов с хамси, и с мясом, и с курицей, то здесь прям такой достаточно внушительный выбор блюд был. Мне кажется, этим, наверное, они отличаются, ну, кроме того, что у них такой подход к еде очень приятный у хозяина, в частности. Ну что, как вам такой формат турецкой столовой? Напишите, удивило это вас или нет, знали вы вообще о таких заведениях, как вам меню, как вам цены. Ну, конечно же, ждем ваши комментарии по поводу того, откуда хотите следующий обзор цен или меню, или ассортимента. В общем, все читаем, все учтем. Всем пока-пока. Всем пока-пока.